Всем привет! Я обещал видео по этому ноутбуку где-то полгода назад, но я этого не сделал, за это извините меня. Мне он попросту, не понравился и вообще снимать не хотелось, а еще я его окирпичил, потом реанимировал, в общем, девайс достаточно веселый, но обо всем по порядку. Начнем с распаковки. Приезжает ноутбук в двух коробках. Коробка 1 и коробка 2. Коробка самая обычная ноунейм. Ни производителя, ни модели, ни что внутри. Написано ноутбук, но какой именно, неизвестно. Откидываем пенопласт в сторону. Достаем ноутбук. Достаточно увесистый. Вот это трудно передать на камеру, но первым делом, когда я его взял, подумал, какой же он тяжелый. Давайте-ка уберем его в сторону и посмотрим, что там в комплекте. В комплекте ждет мышка, коврик. Кстати, я сейчас не знаю, где он. Мышка самая обычная, самая дешевая. Мануал. И блок питания. А блок питания тяжеленький. Где-то на 95 ватт. Неплохо так. Давайте поближе рассмотрим инструкцию. На английском и китайском языке. Ничего интересного. И в коробке осталась вилка на 220. С комплектом все, вернемся к ноутбуку. По разъемам картина следующая. Порт для зарядки HDMI, USB 3.0 и Type-C. На задней стороне находится порт для подключения фирменной док-станции, а на другой стороне два USB 3.0, джек 2.5 и Ethernet. На задней крышке есть люк, открыв который можно поставить второй NVMe SSD диск или заменить оперативную память. Кстати, не сказал по поводу корпуса. Верхняя крышка металлическая, днище пластиковое. И вот эта вот рамка под клавиатуру тоже металлическая. Для первого включения нужно будет подсоединить ноутбук к блоку питания. Первое включение показывать не буду, там ничего интересного, поэтому давайте перейдем к клавиатуре. У клавиатуры есть подсветка. А еще эта клавиатура достаточно приятная тактильно. То есть это что-то не самое дешевое. Это, знаете, скорее такой бодрый среднячок. Мне она, в принципе, за исключением раскладки, понравилась. Раскладка здесь такая, что кнопка выключения находится там, где у обычной клавиатуры находится backspace, вот на том же уровне. И если нажимать на кнопку выключения, ничего не происходит. За это спасибо. А при удержании завершается работа. Хотя бы так вышли из положения. Давайте еще немного послушаем клавиатуру. Тачпад здесь вытянут по вертикали. У него две кнопки, и обе кнопки находятся снизу. Пользоваться им, первое время было непривычно, но в принципе окей. Перейдем к экранам. Сейчас посмотрим, как работает подъемный механизм. Устроено достаточно просто, и все. Теперь экран дальше не откидывается. Это максимальный угол, на котором можно его раскрыть. Механизм максимально простой, я не думаю, что он может как-то сломаться. Из коробки окна немного рвались, как будто бы нижний экран немного смещен влево. Еще забыл сказать, у этих экранов есть защитные пленки. У верхнего экрана одна защитная пленка. А у нижнего их две. Первая это транспортировочная, и вторая это, которая будет на нем на постоянку. Вернемся к тому, что при перетаскивании окна как будто бы рвутся. Это потому, что нижний экран почему-то был сдвинут немного вправо. Двигаем его немного влево, чтобы он был прям под первым, и нажимаем «Применить». Теперь все работает как надо. А на фоне вы слышите шум встроенных вентиляторов. Управление яркостью как-то реализовано в обход винды. Проще говоря, винда не умеет управлять подсветкой экранов. Чтобы увеличить или уменьшить подсветку на главном экране, нужно нажать Fan F5 или F6, а для нижнего нужно зажать еще Alt. Fan, Alt, F5, F6. Собственно, вы только что видели минимальную их яркость, и сейчас увидите максимальную. По поводу разрешения экрана. Разрешение большого экрана 1920 на 1200, это 16 к 10, а разрешение нижнего экрана 1920 на 550 пикселей. А процессор Intel Xeon V10885M или 10885M, 8 ядер, 16 потоков.
по производительности в многопотоке примерно как i7-7700K. А в однопотоке похвастаться ему нечем. Посмотрим, что он покажет в CPU-Z. В CPU-Z он в однопотоке набирает 272 балла, а в мультипотоке 2741 балл. Это на самом деле не так уж и много. Процессор это где-то из мая 2020 года, ему уже 5 лет. Я также запустил Geekbench 6, прогнал его для процессора, 901 балл в однопотоке и 5248 в многопотоке. Но самое интересное это то, что здесь происходит с графикой. Например, тесты вулкана. При первом запуске были одни числа, а при втором запуске другие. То же самое с OpenCL. И по баллам от запуска к запуску могут отличаться двукратно. Я не знаю, с чем это связано, но как будто бы есть какие-то ограничения на встроенные графики. Что ж, посмотрим, как она себя чувствует в YouTube. В YouTube никаких проблем. Видео в 4К 60 кадров запускается, дропов нету, можно также листать браузер на нижнем экране, и с этим не возникло никаких либо трудностей, или тормозов, или дропов. Все прекрасно. А теперь очень интересная часть этого ролика. Я купил также к нему док-станцию фирменную. Кстати, да, это как бы Oculink, но в отличие от Oculink обычного, у Oculink 4 линии PCI-Express, а у этой штуки их 8. И самое стрёмное это то, что оно у меня не заработало. Я и драйвера поставил, это перед вами 3050. Все как бы должно работать, шнур подключен, питание есть, видеокарта 100% рабочая, но система ее не дает использовать. Вот не знаю, вот выше монитор, на него должна была вводиться картинка. Поэтому пользоваться им лично вот для меня можно только на встройке. Простенькие игрушки, кстати, работают хорошо. Но, скажем, что-нибудь с трехмеркой, сразу большие тормоза. Например, пробовал запускать доту, там даже в меню и кадров 15 нету. Кстати, я сейчас играю на геймпаде, и можно листать также браузер на нижнем экранчике. Лично мне не хватило фантазии придумать, как использовать в работе нижний экран. Мне для работы хватает одного экрана, я работаю программистом. И еще такой момент, этим экраном не то чтобы прям вот знаете, дико удобно пользоваться. Возможно, если бы у меня стол был чуть пониже и был другой угол, под другим углом я бы смотрел на нижний экран, то было бы чуть поудобней. Теперь перейдем к его весу и, пожалуй, основному его минусу. Весит он почти что 240 грамм. А так как у нас не Type-C-шная зарядка, а заряжать его по Type-C нельзя, нужно будет таскать с собой огромный блок питания, с которым вес приближается уже к 3 килограммам. Теперь давайте подведем итог. Что мне в нем не понравилось? Первое это вес, второе то, что старое железо, в-третьих это то, что здесь стоит самый дешевый SSD накопитель. Он как бы имеет интерфейс с NVMe SATA, но работает он супер медленно, он прям супер стрёмный. Ах да, еще здесь память стоит на частоте 2666 МГц, хотя процессор поддерживает чуть быстрее. Я за весь этот ноутбук отдал где-то в районе 67 тысяч. И к этому еще стоит приплюсовать его внешний адаптер для подключения видеокарт, который обошелся где-то в 6 тысяч рублей. Да, я купил его в максимальной комплектации, это терабайт накопитель и 32 гигабайта оперативной памяти. Я и подумать не мог, что поставят настолько хлама. Ну это капец, блинский, я мог сэкономить десятку просто доставив все это сам. И взял бы, ну, что-нибудь не по низу рынка. К тому же, большой минус это то, что здесь внешний адаптер питания, и он здоровый, и он с штекером. Ну, то есть, что им мешало просто взять и доставить сюда Type-C, чтобы он по Type-C заряжался? Но это было бы многократно удобнее. А вместо этого мы имеем огромный тяжелый блок питания. Ну, то есть, уже как бы показывает, что это ноутбук не современный. Потому что современные ноутбуки ставят себе Type-C. Есть это бизнес-линейка, там какая-то полукреаторская тоже стоит Type-C. Но если у тебя, скажем, там какая-нибудь внешняя видеокарта, то есть, простите, внутренняя видеокарта, то там, да, все еще без штекера никак. Но и то, даже такие игровые ноутбуки поддерживают зарядку через Type-C. Допустим, для походного варианта. Да, с Type-C он будет долго заряжаться. Да, через Type-C тебе не удастся на нем играть. У тебя также будет заряжаться аккумулятор, но медленней. Но можно будет взять и зарядить его по Type-C, там, скажем, за ночь. Здесь такого нет. И вот моя самая главная претензия, он слишком дорогой.
Ну, то есть сейчас на Озоне продается модификация подешевле, там стоит i7 процессор, но, кстати, возможно, у него будет получше со встроенной графикой. Я так предполагаю, потому что это процессор именно серии Intel Core, а не какой-то там Xeon. Процессор этот был представлен в апреле 2019 года, ну еще более старый процессор. Зачем они сделали модификацию на еще более старом процессоре, вот тут для меня большая загадка. Неужели нельзя было, там, не знаю, зановить матплату, поставить что-нибудь там 12-го поколения? Это как бы уже не самое современное, но в принципе все еще топ за свои деньги. Или вообще взять и поставить какую-нибудь Рязань. Благо эти процессоры тоже не сильно дорогие, судя по мини-ПК. Там что-нибудь 7000, что-нибудь такое. И было бы гораздо приятнее этим пользоваться. У него была бы мощная графика, можно было бы поиграться. Но этого не сделали. Теперь давайте пройдемся по его плюсам. Первый плюс — это 2 экрана. И эти экраны реально приятные, что нижние, что верхние. Они оба достаточно яркие, у них хорошие углы обзора, ими пользоваться приятно. И, наверное, клавиатуру. Она здесь мне тоже понравилась. И еще такой аспект, что у него приятный внешний вид. Ну, знаете, вид имеет. Вердикт такой. Все, что касается внешки, экран, корпус — хорошо. Все остальное — плохо. Вот серьезно, вот задний порт, сделали бы они его не каким-то проприетарным этим растянутым околинком, а сделали его Thunderbolt'ом. Было бы классно, было бы спасибо за это. Но этого не сделали. В итоге за достаточно высокую стоимость, где-то у меня весь комплект обошелся в 75 тысяч рублей, мы получили очень такой средненький девайс. Ну, то есть за 75 выбор огромный. Можно было купить MacBook, можно было купить какой-нибудь там Acer на 16 дюймов с OLED-экраном и Thunderbolt портами. Кстати, я его купил, и про него обязательно сниму видос. Этот ноутбук я могу назвать своей худшей покупкой в 2024 году. И совершил я ее, по-моему, где-то, наверное, недельки за 2 до Нового года. В общем, не делайте так. Меня ноутбук огорчил. Собственно, он у меня, кстати, в идеальном состоянии оказался, просто потому что я им попользовался пару дней, и он у меня кирпичился. Вот, совсем забыл рассказать. В общем, у него в настройках BIOS можно взять и выключить ядра. Ну, я подумал, там есть выключение гипертреда, можно выключить ядра, подумал, я сейчас выключу ядра, и, скорее всего, у меня будет меньше греться, меньше издавать звуков, и будет вообще счастье. Буду сидеть на 6 ядрах. И когда я переключил количество ядер с 8 на 6, у меня ноутбук перестал запускаться. Вот это было вообще фантастика. Я написал продавцу, типа, привет, у меня ноут перестал запускаться, я сделал вот такую вот штуку. И он долго не мог понять, что я сделал. Я как-то ему донес свою мысль, в итоге они это провернули у себя на фабрике, и у них тоже он накирпичился. И они такие, так, мой друг, ты умеешь разбирать ноутбуки? Я сказал, да. И в итоге я сорвал пломбу, разобрал его, сейчас вам покажу фотографию, что у него находится под нижней крышкой, и сбросил батарейку BIOS. И после этих манипуляций, там, BIOS сбросился, ноутбук запустился. Вот такая еще у него есть подлянка, так что с ней аккуратно. Вот серьезно, я-то думал, раз в BIOS есть настройки, то типа welcome, меняй. А нифига, вы можете его окирпичить. Так что аккуратнее, если вы это купите. Кстати, не рекомендую. Ну, я думаю, что сами поняли по этому видосу, что покупка сомнительная. По ноутбуку у меня все. Мне, кстати, я вчера забрал монитор из DNS. Это самый дешевый мини-LED, который я, в принципе, смог найти. И он, кстати, продается в DNS за десятку. Это 25 дюймов, мини-LED Full HD. Сейчас вот видосик залью и сяду его тестировать. Так что скоро увидимся. Пока.